Всем привет! Если вы давно смотрите мои уроки, то помните, как я люблю регионы. Понимание работы регионов – одна из основ мейкера. По сравнению с МВ, МЗ имеет крайне важную и удобную особенность. Этой функции нам очень не хватало, но обо всем по порядку. Добавление регионов доступно из режима редактирования карты. Там, где показаны тайлы, есть отдельная вкладка R. Одной клетке может быть присвоен только один номер региона. Всего есть 255 регионов. Сами по себе они ничего не дают. Без переменных и событий это просто цветные плитки, видимые только при их редактировании. Многие плагины используют регионы, присваивая им какие-либо свойства. Например, Cyclone Maps через настройки назначает несколько степеней проходимости для персонажа и для событий. В настройках плагина мы выставим регион номер 2 как непроходимый для событий. Если отметить им область и поместить внутрь события, оно не покинет пределы выбранной области. Назначим свинке случайное движение и посмотрим, как это сработает. Заметьте, свинья замирает просто так, поскольку движение случайное. Она просто пытается двигаться в одном и том же направлении. Встречая стену, выбирает новое направление. Если оно совпадает со старым, кажется, что событие стоит на месте. Некоторыми плагинами для МВ можно было присвоить одну функцию нескольким регионам. Например, в плагине Galva MV Shadow Darken можно было назначить через запятую несколько номеров регионов. Это позволяло использовать ту функцию, которую в свой плагин заложил разработчик, и любые действия, которые в этой области могут быть привязаны к регионам по желанию пользователя. Как же установить связь между событием, игроком и номером региона на карте? В МВ мы создавали сначала переменные x и y из положения на карте, затем проверяли номер региона по этим координатам и записывали его в третью переменную. Новый МЗ сохранил нам и эту возможность, но добавил простой способ, использующий всего одну переменную в качестве альтернативы. Идем на третью вкладку команд события. В блоке, относящемся к карте, выбираем последний пункт «Получить сведения о клетке». Выбираем переменную, в которую будет записываться число. Затем выбираем тип данных, номер региона в нашем случае. И идем в самый низ, чтобы выбрать игрока или конкретное событие, положение которого мы хотим проверять. Далее посмотрим пару простых вариантов использования. После этой строчки программа уже знает номер региона под своей целью и записала его числовое значение в переменную. Задаем ветвление условий. Допустим, если регион 10, открыть диалог и предложить игроку перемещение из локации. Важно! Все это может быть реализовано разными способами для разных целей. Это просто пример. И для него я использую параллельное событие, которое постоянно проверяет, на каком регионе игрок. Если событие должно срабатывать больше одного раза, дайте возможность игроку убраться с клетки региона. В моем случае я просто заставляю игрока после отказа сделать шаг назад. В противном случае игрок застрянет в веренице бесконечных вопросов. Если мы хотим, чтобы событие срабатывало только один раз, то поступаем следующим образом. Создаем проверку, как в предыдущем событии. Затем у нас ветвление условий, если под игроком регион 12. Показываем строчку текста, опционально. Начинаем битву, к примеру. Во всех случаях без исключения переводим это событие на пустую страницу с помощью локального переключателя А. Если вы хотите, чтобы событие срабатывало раз
За заход на карту используйте вместо возни с вкладкой команду «Удалить событие». Она удалит событие до перезахода. Неизменно в алгоритме привязка места на карте и региона в этом месте к переменной. Затем проверка ветвлением условий. А уже внутри может быть что угодно, от битвы и выдачи предметов до старта катсцены. Так и способ удаления и срабатывания может быть разным, тем, который подойдет именно вам, в вашей конкретной ситуации. Самое главное, что сделал МЗ, освободил от острой необходимости для привязки региона к событию использовать 3 переменные. Теперь достаточно одной. Спасибо за просмотр. Не забывайте основы. Не бойтесь экспериментировать. Следующее обучающее видео на канале в четверг в 19:00 по Москве. У вас все получится. Я верю в вас.